Дорогие друзья, приглашаю вас связать теплую, стильную, классную шапочку. Использовать я буду два крючка. Крючок номер 3 и более толстый крючок 3,5. У вас может быть еще толще крючок в зависимости от вашей пряжи. Смотрите, пряжу я использую полушерсть 390 метров в 100 граммах и буду вязать крючком номер 3. Присоединяйтесь, шапочка вяжется просто и в то же время интересно и увлекательно. Мы начинаем выполнение с эластичного набора. И смотрите, я выполняю одну воздушную петлю. И далее я выполняю еще 3 воздушные петелечки. Это петли подъема. Выполнили. Далее эластичный набор состоит из патентных столбиков с накидом. Я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в воздушную петлю. Далее патентный столбик — это столбик на воздушной петле. Я провязываю воздушную петлю и завершаю выполнение моего столбика с накидом. Далее накид на крючок. Теперь смотрите, можно захватываться за одну нить, тогда у нас образуется дырочка. А можно захватываться вот таким образом за 2 нити. И мне так нравится больше. И опять же воздушная петля, и я завершаю выполнение столбика с накидом. И давайте еще раз выполним накид. Я ввожу крючок, захватываю за 2 нити петли и патентный столбик с накидом. Накид, ввожу крючок, захватываю за 2 нити петли и выполняю патентный столбик, напоминаю, с накидом. И еще раз наш патентный столбик или столбик на воздушной петле. И вот такая тесьма у нас получается. И она будет очень эластичная, видите, красивая такая цепочечка получается. Итак, мы с вами вяжем нашу тесьму. Это и будет эластичный набор. Мы с вами выполнили вот такую эластичную тесьму. Так она смотрится по лицевой, так по изнаночной стороне. И будем замыкать нашу тесьму в кольцо. Обязательно проверяйте, чтобы тесьма не перекрутилась. И в моем случае мне нужно, чтобы у меня было 112 петель в кольце. Будем называть петли именно, из которых первая петля — это петелечка подъема. Вот. Дальше следующие петли — это петли моих столбиков. И получается 112 петля у меня будет от патентного столбика, которым я выполняю соединение. Я ввожу крючок, захватываю за 2 петли и начинаю выполнение патентного столбика. Дальше очень внимательно я ввожу крючок в самую первую петлю с изнаночной стороны вот таким образом. И захватываю нить и при этом провязываю воздушную петлю моего столбика вот таким образом. И завершаю выполнение столбика с накидом. Далее я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Все, я замкнула в кольцо. И вот такая тесьма у меня получилась. И напоминаю, всего у меня получилось 112 петель. Одна петля — это от петли подъема, и 111 столбиков. Таким образом мы с вами начинаем наше изделие. Далее мы приступаем к выполнению резиночки. Дорогие друзья, и прежде чем продолжить, я хочу познакомить вас с основными узорами, которые мы используем в нашей шапочке. Напоминаю, что мы с вами используем эластичный набор. Далее у нас с вами идет резиночка 1 на 1, раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту 1 ряд. Очень эластичная и вяжется крючком номер 3.
Далее у нас с вами идет узор просто столбики с накидом, с фактурной пряжей и основной. Вяжется очень просто. В этом случае мы берем более толстый крючок. У меня в моем случае крючок 3,5, но у вас может быть еще более толстый крючок в зависимости от вашей фактурной пряжи. И у нас с вами получится стильная, классная, теплая шапочка. Начинаем выполнение нашей резинки, и в дальнейшем мы именно так будем начинать наши ряды с вогнутого столбика без накида. Далее выполняем 2 воздушные петелечки подъема. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли заменяют нам вогнутый столбик с накидом. Далее мы выполняем выпуклый столбик с накидом. И далее вогнутый столбик с накидом. То есть вяжем рельефные столбики. Выпуклые и вогнутые столбики называются рельефными. Далее выпуклый столбик и вогнутый. И опять выпуклый и вогнутый. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение кругового ряда, и очень внимательно смотрите, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, и в дальнейшем именно так мы с вами будем завершать наши ряды. Наша резиночка, раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту всего лишь 1 ряд. И давайте я начну выполнение следующего ряда, то есть он выполняется точно так же, как и этот. Начинаю, как и ранее, помним, да, с вогнутого столбика без накида, 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, и начинаем выполнять наши рельефные столбики. Над выпуклыми выпуклые столбики, над вогнутыми вогнутые. Вот таким образом. Аккуратненько, не спеша, мы с вами выполняем нашу резиночку. Выполняем так на необходимую нам высоту. Мы с вами выполнили резиночку на необходимую нам высоту. И давайте в сантиметрах посмотрим, какая высота нашей резинки. Высота резиночки 7 сантиметров, вот хорошо видно. И далее мы продолжим выполнение нашей шапочки с фактурной пряжей. Смотрите, резинку я выполняла крючком номер 3. Далее я меняю крючок на 3,5. Вот я хочу, чтобы вы видели. Видите, да, разницу? То есть беру крючок потолще и буду соединять мою пряжу вот с фактурной пряжей. Вот такая у меня фактурная ниточка, интересная, необычная. И мы с вами будем вязать 2 нити. И напоминаю, что я взяла крючок 3,5. У вас может быть более толстый крючок. И теперь смотрите, я выполняю уже с фактурной пряжей 1, 2, 3 воздушные петли подъема. И далее все очень просто. Накид на крючок, и в каждую вершинку я провязываю по столбику с накидом. Здесь все очень просто. У меня далее будет узор из столбиков с накидом, с круговыми рядами будем выполнять. То есть все очень-очень просто. Так мы с вами выполняем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами.
Мы с вами выполнили в каждую вершинку по столбику с накидом. И теперь смотрите, я завершаю круговой ряд. Здесь все очень просто. Раз, два, три. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. И дальше, опять же, я выполняю точно такой же ряд. То есть раз, два, три воздушные петли подъема. И здесь нужно просто быть очень внимательным. В каждую вершинку я буду провязывать по столбику с накидом. Не спешите, аккуратненько, не затягивайте полотно. Ваши столбики не должны быть очень-очень плотными. Итак, мы вяжем ровное полотно нашей шапочки на необходимую нам высоту. Мы с вами выполнили наше полотно с использованием фактурной пряжи. И видите, вот такая у нас с вами интересная уже шапочка получается. И я хочу показать высоту нашего полотна вместе с резинкой. Смотрите, высота нашего полотна вместе с резинкой 17 сантиметров. Мне этого достаточно, и я приступаю к выполнению макушки или донышка моей шапочки. Начинаем выполнение первого ряда нашего донышка или макушки. Начинаем, как и ранее, мы с 3 воздушных петелечек подъема. Далее мы выполняем в следующую вершинку столбик с накидом. И далее мы будем выполнять 2 столбика с общей вершинкой. Вводим крючок в вершинку, выполняем незавершенный столбик с накидом, накид на крючок и вводим крючок в следующую вершинку. И выполняем второй незавершенный столбик с накидом. Далее общая вершинка. Далее мы с вами будем выполнять 2 столбика с накидом ровно. Раз. И 2. И далее опять выполняем 2 столбика с общей вершинкой. То есть будем так чередовать до конца ряда. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее опять у нас с вами 2 столбика ровно. Раз, два. И далее опять 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, далее второй и общая вершинка. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение первого ряда макушки или донышка. Напоминаю, это ряд с сокращениями. Я ввожу крючок раз, два в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И хочу обратить ваше внимание, что узор по сокращениям, то есть мы с вами выполняли, да, 2 столбика ровно, далее 2 столбика с общей вершинкой. Может в конце не совпадать. Вот в моем случае получилось 1 столбик ровно, 2 столбика с общей вершинкой. И я приступаю к выполнению второго ряда макушки или донышка. Он будет точно такой же, как и предыдущий. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 3 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок. Я ввожу крючок в следующую вершинку. Столбик с накидом. Далее 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный. Накид на крючок. Второй незавершенный и общая вершинка. Далее 2 столбика ровно. Первый столбик, далее в следующую вершинку второй и опять же 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И повторюсь,
мы с вами должны выполнить всего таких рядов с сокращениями 6. Этот ряд такой же, как предыдущий, все последующие 4 ряда будут такими же. То есть всего таких рядов мы должны выполнить 6. Первый выполнен полностью, второй мы с вами начали, и еще нужно выполнить 4. Мы с вами выполнили наши ряды с сокращениями. Вот специально я маркером отметила первый ряд, чтобы видно было, что у нас получилось. Вот именно выполняя эти ряды с сокращениями. Очень маленькое получилось отверстие. И нам остается с вами выполнить один ряд и стянуть нашу маленькую дырочку или отверстие, которое получится. Мы с вами будем выполнять по 3 столбика с общей вершинкой и разным основанием. Смотрите, я начинаю выполнение очень внимательно с 2 воздушных петелечек подъема. Далее накид на крючок, ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю незавершенный столбик с накидом 1 и в следующую вершинку незавершенный столбик с накидом 2. И все 3 петелечки на крючке провязываю вместе. 2 воздушные петелечки подъема у меня заменяют незавершенный столбик. Далее накид. И теперь будем провязывать 3 столбика с общей вершинкой. Смотрите, первый незавершенный. Далее накид. Второй незавершенный. Накид. Третий незавершенный. И общая вершинка. И давайте еще раз накид, первый незавершенный, далее второй незавершенный и третий, и общая вершинка. Подтягиваем. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего кругового ряда, и поскольку сокращение и количество столбиков, естественно, у меня не совпадают, то в конце я сделала не 3 столбика с общей вершинкой, а 4. Далее я пропускаю воздушные петли, ввожу крючок в вершинку. Вот таким образом выполняю соединительную и хорошо подтягиваю. Далее я выполняю воздушную и ниточку обрезаю подлиннее и хорошо подтягиваю. Смотрите, у меня отверстие осталось совсем маленькое. И я выворачиваю шапочку на изнаночную сторону и хорошо подтяну это отверстие иглой. Я вывернула шапочку на изнаночную сторону. Вот видите, совсем маленькое отверстие у нас с вами осталось. Далее я буду работать только полушерстью. Фактурную нить я вот таким образом откладываю. И смотрите, по вершинкам очень просто. Я иглой прошиваю вот таким образом. Если вы прошиваете каким-либо другим образом, пожалуйста, все зависит от вашего желания, опыта, фантазии. И смотрите, вот здесь еще пару вершинок у меня остается. Вот таким образом я прошиваю, я уже сказала. И беру потом и аккуратненько стягиваю. Вот видите. Смотрите, чтобы ниточка не порвалась. Я стянула. Далее я прошиваю еще 2-3 раза по вершинкам. И далее мои нити убираю вдоль полотна. Мы с вами прошили, убрали ниточку вдоль полотна. Вот видите, ее практически не видно. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне. И еще я вот буквально 2 слова хочу сказать при работе с
фактурной пряжей, у которой есть ворса. Смотрите, сама ворса, она, ну скажем так, не одинаково ложится по изнаночной стороне. Мы сейчас находимся с вами на изнаночной стороне. И по лицевой стороне. В моем случае ворса абсолютно одинаково, да, легла как с одной стороны, так и с другой. Но бывает пряжа, когда ворса ложится не одинаково, поэтому вам при завершении нужно выбрать, где будет лицевая сторона, где изнаночная. Я вывернула шапочку на лицевую сторону. Вот давайте посмотрим. Такое аккуратное, красивое у нас с вами донышко получилось. Плотненькое. И теперь нам остается посмотреть размеры нашей шапочки. И как наша шапочка будет смотреться на манекене. Вот такая красота. Можно носить так, можно носить с небольшим отворотом. Все зависит, опять же, от вашего желания. Красиво, аккуратненько. Ну и достаточно просто, да, то есть у нас с вами просто за счет вот такой фактурной пряжи получилось очень необычно и красиво. И давайте размеры посмотрим. Я показываю в свободном виде, не растянутом. Резиночка у нас с вами в свободном виде 20 сантиметров. За счет эластичного набора и сама резинка очень эластична, видите, тянется до 27, где-то 28. Хорошо, плотненько лежит, по голове ложится точнее. И давайте теперь глубину посмотрим. 25 сантиметров у нас получилось. Можно еще посмотреть основное полотно, плюс-минус, вот фактурное. Давайте посмотрим. 35 сантиметров, ну, плюс-минус. Здесь у нас вот такие размеры. И сейчас с вами посмотрим, как наша шапочка будет смотреться на манекене. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простую и в то же время классную, стильную, теплую шапочку. Я показываю, как можно носить эту шапочку. Обязательно пишите в комментариях, может, какие-то ваши варианты или какой вариант из моих вам больше понравился. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.